Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня у нас будет сумасшедший челлендж, потому что мне прилетел донат со сборкой на заказ. Сегодня у нас будет керри какой-нибудь морской. И самое главное, играть тоже через синергию морских. То есть... так, то, что я вижу, здесь есть легендарная фигура Тайда. Я предполагаю, что можно попробовать сделать довольно-таки интересную сборку. Это охотники плюс морские. Как раз все отлично сочетается, и есть даже керри подходящий. На самом деле у меня на уме было сразу несколько сборок. Самое главное условие это то, что керри должен быть обязательно из расы морской. То есть неважно кто, но из расы морской. Хочешь Тайду, хочешь Медузу, хочешь Сларка, хочешь Селедку, хочешь вообще морскую волшебницу. И тут, раз такие легендарки, я хочу попробовать сделать 6 морских и 6 охотников. По сути, будет прикольно. Вот и посмотрим, получится у меня реализовать или не получится. Челлендж максимально сумасшедший, потому что, как мы знаем, что морские довольно-таки слабые в плане керри. Но у меня в голове было несколько сборок, как мы можем попробовать реализовать эту сборку. Одна идея у меня была это сделать керри Сларка через троллей условных, да, либо же сделать 6 убийц керри Сларки и, соответственно, синергию морских поставить. Но сама суть то, что надо именно керри морской, а дальше уже как хочешь. Ну, чтобы минимум было 4 морских. Окей. Тут мы как бы приняли, осознали и все такое, да? В голове у меня было несколько сборок. Это сделать синергию боги полуорки и, соответственно, сделать керри Сларка. Не керри Эгиду, а именно керри Сларка. Тут, кстати, сейчас пока продолжаю свою мысль, не подмечаю о том, что какой же у меня обалденный стол пришел. Вы на это просто посмотрите. Это кайф. Если бы можно было бы еще выйти в 10 монет, я бы вышел в 10 монет. Но я на самом деле сейчас, наверное, пойду во все тяжкие и возьму себе тупо 5 уровень. В общем, сумасшедший челлендж. Погнали его реализовывать. Надеюсь, у меня все получится. Если что, это моя уже не первая игра. Ну, судя по тому, как я выражаю свои мысли, я думаю, так это все понятно, да? В общем, ух ты. Ух ты! Присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам дня. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Ну, также самый комментарий в поддержку данного ролика оставляем. Ну, а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Ну, а также на телеграм-канал мы подписываемся, ребят. Не стесняемся, я не кусаюсь, пока что. Вот не будете подписываться, буду кусаться. И еще такой вот момент. Я вчера выпустил обзор на патч баланса. Надеюсь, вы его не забыли пролайкать и посмотреть. Так-то оно так. На самом деле, я считаю, что этот патч баланса чисто ради каких-либо изменений. Чтобы просто, знаете, визуально были какие-то изменения. Ну, из приятного то, что 2 реликвии поменяли. И в действительности крутые реликвии получились сейчас. Тут я раунд выигрываю. Ну, идея какая у меня? Раз я здесь могу сделать 6 охотников, 6 морских, то почему бы и нет? Правильно? Старт у меня, в принципе, тоже прекрасный. Если у меня получится еще и баф людей сделать, то будет вообще 10 из 10, я считаю. Но буду я целенаправленно пытаться именно охотников реализовать. Ну и, соответственно, керри Медузу. Тут просто в действительности хорошие легендарки есть. И, во-вторых, хорошие реликвии есть для того, чтобы реализовать именно керри Медузу. Может, у меня получится ее в 3 звезды собрать, потому что, ну, на самом деле, я считаю, что керри Медуза, она очень слабая. Я в целом считаю всех керри из морских очень слабыми. Чтобы их реализовать, это надо, ой, сколько страданий пережить. Чтобы вы понимали, Медуза, даже в 3 звезды, она невероятно слабая. Я считаю, что Медузу нужно отнести вообще в 3-й тир фигур, потому что, ну, она очень слабая. Урона почти у нее нет. Даже если ты предметы на урон ей закинешь, все равно этого будет не хватать, хоть у нее стала приятная скорость атаки. То есть 0,1 у нее скорость атаки, из-за этого приятно. Тут, кстати, хочу баф людей поставить, ну как бы это сделать сейчас? Мне надо выйти в уровень, но мне не хватит, походу. Даже если я распродам половину, мне не хватит. Только если БХ еще продавать сверху. Собаку не хочу продавать, я хочу сделать себе максимально сильный стол. 16 монет мне надо. Ну да, я тут никаким образом не сделаю себе 6-й уровень. Но только если собаку продам, в принципе, БХ продам. Но я этого делать не хочу, чтобы не ослаблять свой стол. Может, у меня получится вообще на винстрике играть, потому что там много ребят, которые дерутся до потери пульса за лустрик. Вообще мне нравится, знаете, у меня сейчас такой обалденный старт. Если все еще в 2 звезды соберется,
то это будет 10 из 10. Но, тьфу-тьфу-тьфу, как мы знаем, что-то должно пойти не так. Вот не может быть такого у меня в играх, что все пойдет так, как надо. Я, кстати, вот так вот сделаю. Ну и придется БХ немножко на скамейке подержать пока что. Так, башер передаем и делаем вот такой вот стол. Прекрасно. И я думаю, замечательно. Я думаю, это будет очень сильно. Ой, какой же план действий дальше? Ну, на самом деле, как такового плана действий у меня особо-то и нет. Просто выжимаем максимум из начальных раундов, максимально экономим хп, есть возможность держаться на винстрике, соответственно, будем держаться на винстрике. Дальше максимально идем в уровень, нам это необходимо будет. Чем быстрее мы выйдем в 10, тем, соответственно, быстрее мы выставим всю свою синергию. Это будет вообще 10 из 10. Хотя, по-моему, если не ошибаюсь, то можно и на 9 уровне выставить себе 6 охотников и 6 морских. Можно, конечно, и 4 будет оставить, но посмотрим от ситуации, как оно будет. И вообще, изменит ли что-либо, если я поставлю немного другую себе синергию. То есть сама суть, то что должно остаться именно 4 морских. Минимум. И керри был морской. Вот и посмотрим. Сможет ли что-то Медуза или не сможет что-то Медуза. Я буду надеяться, что Медуза хоть что-то сможет сделать. Я помню, я когда-то собирал эту Медузу в 3 звезды, даже с хорошими предметами, меня та же самая Марси просто отлупила беспощадно, наказала, так сказать, за все. Это было, правда, давно. Это, по-моему, когда ее только апнули, эту Медузу, вот тогда я ее попробовал реализовать. После этого я не пробовал реализовывать, потому что я считал, что это мусорный герой, и нужно его еще апать, хотя бы, чтобы базовый урон у нее был иной. Потому что, на самом деле, Медуза очень хорошо зачищает спам. То есть, если против тебя условный зоопарк, то Медуза может спокойно зачистить этот зоопарк налегке, на одном дыхании. Вот так вот берет и зачищает. Так же самое она и инсектоидов может, в принципе, спокойно на бумаге зачистить. Но это все на бумаге. Ей все равно нужны хорошие предметы, потому что если не будет у нее хороших предметов, ну, естественно, ничего больше и не будет. Чел там на пандах катает. Кстати, тут хаотичный договор и есть временная реликвия. Часы времени. Или временные часы. Ну, короче, та реликвия, которая повторяет предыдущую твою реликвию. А прикиньте, у меня получится в текущей игре сейчас, на 10 раунде, допустим, я получаю хаотичный договор. Я подожду 12 раунд, на 12 раунде активирую хаотичный договор. На 20 раунде мне приходят часы времени, и я просто получу на халяву себе 2 обалденных предмета 4 тира и 5 тира. Почему так? Потому что хаотичный договор теперь поменяли, ребят. Все значения, соответственно, там я в своем обзоре на патче говорил. Но сама суть, то что на 22 раунде, если ты хаотичный договор закончишь использовать, то, соответственно, ты получишь предмет 4 тира, эпический сундук. А уже после 30 раунда, на 32 раунде, ты будешь получать легендарный сундук. Если у тебя 10 плюс винстрик. Может, в этой игре у меня и получится сделать 10 плюс винстрик, хотя у меня стол, но если так посмотреть, ну такой, сомнительный. Вот есть персонаж на 3-м месте, у него довольно-таки опасный стол. У него нефритовый генерал, у него шаманы. У меня может тупо урона не хватить по нему, чтобы забрать. Ну вот, кстати, тоже момент. Я могу не забрать шаманов. Шаманы могут меня спокойно аннигилировать. Это проблема будет. Но, в принципе, если я Тайда соберу, мне нужно будет найти всего лишь драконий рог. Всего лишь, знаете, я так говорю, как будто это, знаете, как 2 пальца об асфальт. Плюнул, смазал и погнал, как говорится. Можешь попробовать зарандомить? Я, кстати, хочу выйти сейчас из инкама. Потому что хочу поставить орка-охотника в 2 звезды. И я хочу попробовать все-таки зарандомить реликвию, хотя реликвия яиц прям отменно смотрится. Че, рискнем, может? Поехали. Рискнем. Кто не рискует, тот не... Опа! Кто не рискует, тот не пьет шампанское. А мне повезло. Ай, как по кайфу. Сюда эту прикормку. Мне такое нравится. Но по идее, у меня сейчас есть орк-охотник, у меня есть собака в 2 звезды. Если бы у меня еще был тинкер в 2 звезды, я мог еще пару раундов, в принципе, потерпеть. Я потерплю сейчас этот раунд, а на следующем раунде я уже использую хаотичный договор. Тут я, в принципе, спокойно разваливаю этот раунд.
Поэтому могу потерпеть, в принципе, до следующего раунда. Да. Вообще на изи разорвал. Даже не почувствовал. Вот мне бы, конечно, усиление. Оу, май! Ничего себе. А что, так можно было? Ну, я не буду на цветах играть. Мне этого не надо. Мне этого не надо. Не, на самом деле это прикольно, то, что мне за один ролл пришло 3 цветки. Но вот если так вдуматься, то куда мне их засовывать? Мне их некуда засунуть. Вот если бы мне пришла еще одна цветка бы в 2 звезды вот так вот за один ролл, это было бы топово. Но так не. Не. Ну, на самом деле, мне надо уже усиление. У меня довольно-таки слабый стол. Типа, мне бы резака в 2 звезды, тинкера в 2 звезды, и я бы был бы намного увереннее в своем столе. Но сейчас мы будем выходить в хорошую экономику. Надо 40 плюс монет собрать. И все, в принципе. Кстати, винстрик отдавай. Винстрик сюда, мой сладенький. Блин, мне начало очень нравится. Знаете, по закону подлости, если у меня такое хорошее начало, в конце пойдет все наперекосяк. Не знаю, хочется БХ оставить, но если честно, хочется его и продать. Типа, зачем он мне? Ну, типа, да, это прикольно, но пока я соберу себе 48 опыта, год пройдет. Ну ладно, тут такое. Мне еще самое главное, это получить 2 победы. Чилу там, конечно, панды сыпятся, дай бог каждому так. Ему очень сильно сыпется. И, по-моему, мне сейчас выиграет, да? Да по-любому должен выиграть. У него 2 нефильтовых генерала. Ага, стан по линии, окей. А, орк-жрец, понял. Обезьяна. А почему не как у меня там? Леон, допустим. Да. Ой, ладно. Ну, зато Медуза хотя бы пришла. Ставим ее сразу на автопокупку. Мне на самом деле Медуза как керри не особо нравится. У нее слишком мало изначального урона стычки. Боже, как же ему сыпятся панды. Да, в этой игре 100% нарисуется 6 шаманов. Это проблема. Я надеюсь, что в таком плане мне тогда хорошенько и быстро придет тайт. Если мне тайт очень быстро придет в 2 звезды, в принципе, по своему изначальному плану мне нужен будет драконий рог и мне нужен рефрешер будет. Либо же мне нужен будет драконий рог и агоним. Вот так вот можно даже будет поступить. Чтобы просто станет на очень долго. Тогда мне эти шаманы будут не страшны. Ну тоже, там чел тоже может найти себе хорошие предметы. Например, тоже он может найти на дизраптора драконий рог, и что я потом делать буду? Пальчик чмокать. Мне на самом деле нужны молнии. Неплохо зайдут молнии. Вообще, ребят, если что, то сейчас это фановая катка. Я вам просто покажу максимум, что может Медуза, если, конечно, получится. Потому что, если честно, это на сегодня уже не первая игра моя. Мозг у меня немножечко уже плывет потихонечку, такой подваренный. Но играть не на мете, мозг всегда будет подвариваться. Потому что, ну, я думаю, вы сами прекрасно это знаете. Аж нос зачухался. Неужели здесь инсектоиды нарисуются? Да что такое, ля? Нос, успокойся. Не, раз нос чухается, по-любому в табло получу. Посмотрим хотя бы, какое место займу. Потому что до этого, кому интересно, откройте записи моих игр и посмотрите, сколько каток я скатал. И какое место у меня получилось. Кстати, боги-полуорки собираются. На секундочку, если что. Сказать, что это не сильно, это все равно, что ничего не сказать. Тут будет Керри и Гида. Но как раз у меня будет 6 морских, поэтому Керри и Гиду я только буду приветствовать. Обоими руками буду за нее. Хорошие, кстати, предметы у этого чувачка на шаманах. Я бы даже сказал, отличные. 2 шапки ему упало. Ух ты, там Тинкер в 3 звезды. Короче, что здесь будут за сборки?
читаю эту игру как открытую книгу. Во-первых, будут боги-полуорки. Во-вторых, будет Марси Керри через синергию эльфов. В-третьих, шаманы. В-четвертых, я уверен, что нарисуется воин. 100% нарисуется воин. Куда ж без воина? Воин должен быть. Ну, как бы так, да. Как бы мне не хотелось. Опа. Шаман проиграл свою серию побед. Интересно. Не знаю, стоит ли мне морских сейчас покупать или не стоит морских покупать сейчас. Вообще, на самом деле, я думаю, не стоит пока что покупать не морских. Мне нужно будет охотников пока что закупать, а все остальное будет на потом. А, чел на втором месте просто играет через эльфов. И вот таким вот образом он проиграл, получается. Он проиграл эльфу. А у него нефритовый генерал уже 2 звезды. Угу. Но на самом деле... О, серьезно? Посох 3-го тира, так рано. О, это проблема. И чел на эльфах тоже проблема. Он своим... Ну да, он антимагом меня сейчас взорвет. Я молчу уже за мартретку в 2 звезды, но он больше всего антимагом меня взорвет. Антимаг ничего не даст мне сделать. К сожалению. Ну ладно, в принципе, я своего достиг. У меня хаотичный договор 10 побед. Так что все отлично. Дай бог, чтобы мне повезло на 20-м раунде с реликвией Пески Времени. О, Пески Времени, прикиньте. Не задумывался, как называется эта реликвия. Просто из головы такой, Пески Времени. Жестко? Да, это жестко. Кстати, сердца, если что, я коплю. Я на 9 уровне буду ролиться. На 9 уровне у меня будет шанс выпадения фиолетовой фигуры 25%, поэтому на 9 мы и будем ролиться. Тут, кстати, можно будет легко использовать медузу, потому что здесь есть реликвия яиц. Кунг-фу. Здесь есть реликвия яиц, поэтому можно будет довольно-таки быстро собрать медузу. Самое главное, чтобы мне медуза просто шла. Если медуза будет хорошо идти, то, в принципе, все будет замечательно. Может, мне повезет вообще на этой духу. Я, на самом деле, надеюсь, что мне Тайд довольно-таки быстро придет в 2 звезды. 2 мои надежды на эту игру. Это реликвия Пески Времени и ранний Тайд в 2 звезды. Ну и чтоб медуза отлично шла. По хпшке у меня все норм. По сути, я только опасаюсь это шаманов и эльфов. Все. Потому что мне пока что их нечем забирать. Охотники, кстати, если что, это должен быть лютый контрпик эльфам. Но по факту, по своему опыту могу сказать, что охотники ничего не могут сделать эльфу. Да. Если что, присмотрел, каких охотников я буду собирать. Кому интересно, то озвучу это вслух. Это будет паучиха, медуза, орк-охотник, снайпер. И все. Ладно, не все. Или все. Орк-охотник, снайпер, паучиха, медуза и тайт. Вот, все, теперь все. Оу май! Боже, как под заказ пришло. Ребята, я сейчас описываюсь за счастье. Боже, я, если честно, поверить своим глазам не могу. Мне так рано Тайд пришел. Обалдеть. Дай бог, чтобы он в 2 звезды пришел. 3 эльфа, кстати, рисуются в этой игре. 3 эльфа, просто вдумайтесь на секунду. Но, кстати, боги полуорку, кто вдруг не знает, то у полуорков сейчас есть баг. Полуорки станет сквозь БКБ. Это вообще трэш. У меня, когда вчера получилось застанет сквозь БКБ, у меня чуть челюсть не отпала. Но это еще бета-версия игры, так что, ребят. Как-то так. Надо рандомить. Ну ладно, спасибо хотя бы, что это реликвия яиц мне упала. Хоть на этом, но спасибо.
Я, если честно, я думал, что мне какой-то шлак упадет. Но я очень надеялся на то, что мне упадут пески времени, потому что я бы сейчас за пески времени бы переактивировал на следующем раунде. И на 30-м плюс раунде я бы получил бы себе легендарный предмет. Где мои охотники? Дай охотников. Котл пришел. А зачем мне этот котл? Так, ладно. Так вот, так вот. Сейчас немножко надо переделать свой стол. Кунку вместо выдры поставим. Надо предметы сейчас закидывать, иначе я откисну. Все, потихонечку ролимся. Потихонечку собираем нашу имбу. 66 хп. Ну да, я сейчас поролюсь, пока не насобираю себе определенные фигуры в 2 звезды. Может, у меня получится вообще медузу собрать в 3 звезды довольно-таки рано. Ну, это я, конечно, слишком сильно губу уже раскатываю, но... Надежда умирает последней. Там человек, кстати, имеет 8 винстрик. Надеюсь, у меня получится его сбить. Это я тоже как бы надежду имею. Яичку. Сюда. Но БХ мне по факту не нужен будет. Оп, медуза. Здорово. В принципе, кунку можно всех остальных попродавать. Так, что там за предмет? Арчит, кстати. Ну, кстати, арчит отлично зайдет. Арчит берем. Так, снайпер в 2 звезды есть. Хан там еще нарисовался. На самом деле это неприятно, то, что там хан нарисовался. Это могут быть проблемы для меня, то, что там хан нарисовался. Гида себе за 2 косы всю хп оторвала. Молодец, и Гида. Но винстрик она мы сбила. Ну ладно, на самом деле хорошо, что я хотя бы Гиде отдал винстрик, а не кому-либо другому. Я очень сильно не хотел отдавать свой винстрик какому-нибудь эльфу. Потому что отдать винстрик эльфу, это, ну, заранее подписать себе смертный приговор. А где морская волшебница? Я сейчас не понял. Да ты угораешь надо мной. Так, ладно, продаем это, продаем то. Дума пока что оставлю. Хотя, зачем мне? Продам Дума. Дум мне не нужен. Вот так вот сделаю. Пусть будет. Все, я думаю, сейчас знаете что? Выйти дальше в хорошую экономику. И все. Как же у Медузы мало урона. Она тупо не может даже гоблинов пробить нормально. Это просто трындец. 5100 урона у нее. Надо было брать пакт мертвецов и делать себе... А, ну, блин. Ладно. Условия челленджа это... Керри морская. Ну, 100-160 урона. Что это такое? Это фиолетовая фигура в 2 звезды. Я напомню на секунду вам. Это фиолетовая фигура в 2 звезды. А у нее статы, как у фигуры 2-го тира. Серьезно? Да, у нее есть массовый урон. Но это до одного места ее массовый урон, объективно говоря. 100-160 урона. Я слишком сильно негодую. Слишком сильно. Снайпер в 2 звезды наносит почти равное количество урона. Вы просто вдумайтесь. Да. Беда. Ну, кстати, сейчас, если ко мне еще придет одна медуза, то я активирую реликвию яиц и буду ее собирать в 3 звезды. Челлендж есть челлендж, нужно его выполнять. Иначе я буду балаболом, а я не хочу быть балаболом.
Взялся, значит, делаем. Я, кстати, все предметы закину, если что, в паучиху лучше. В нее я как-то больше верю. Как же мне не нравится чел на первом месте. Он, если соберет себе 6 шаманов, у меня будут огромные проблемы, пока я не соберу себе тайдов 2 звезды. Медуза не справится с таким шаманом. Справится Тайд. Тайд просто будет давать стан, они будут все АФК режиме там летать. Ну, кстати, на 9 уровне я могу спокойно поставить себе 6 морских. То есть, смотрите, я одну медузу убираю ВР-ку, ставлю просто вместо них морскую волшебницу и любого другого волшебника. И все. Ну да. Брать минус 10 брони с дезолятора, ну, как бы вкусно звучит, но есть одна огромная проблема. То, что массовая тычка медузы с ее пассивки, она не работает, если что, на модификаторы атаки. Вот если бы на модификаторы атаки работали бы вот эти вот тычки медузы, тогда да. Но так они не работают, я в этом не вижу смысла. Там дезолятор будет работать по одной цели. Хотя на самом деле добавьте, чтобы модификаторы атаки работали в пассивку медузы. Это же было бы круто. Рапиру нет смысла брать. Опасно. Можно было бы взять Кирасу, но я хочу взять молнию. Это пофиксит мне скорость атаки, плюс будет магический урон, потому что у медузы, ну, по факту нет урона. Она очень слабая. А ты не хочешь мне яиц накидать? Ну? Спасибо. Спасибо. Еще медуза пришла. О, сюда. Блин, надо продавать было не орка охотника, а продавать это. Сларка. Ладно. У меня, кстати, до медуза было лишнее. Вот это я дурак. Ладно. То я уже просто на эмоциях, ребятки. Я уже просто на эмоциях. Давай. Медуза, гаси их. Давай, давай, давай. Ну, медуза, ну стреляй. Ну, у тебя имюльнер, у тебя все есть. Ну, давай души. Хорошо, что паучиха мясы накладывает. Серьезно. Так, ну все, дальше выходим сейчас 40 монет. Идем в уровень и будем ролить себе тайдов 2 звезды. Не знаю, мне надо какие-то криты 5 тира, чтобы она хорошо себя чувствовала. Кстати, мана плюс 50% регена. Берем. Хотя зачем? Лучше в тайда закину. Пока что, наверное, пусть будет лучше в тайде, чтобы тайд хотя бы хоть один раз успел закастить свою ульту. Чтобы просто подержать их в стане. Ой-ой-ой, какой там антимаг неприятный. Ну, по идее, мне сейчас боги-полуорки вообще ничего не делают. Даже если он настакает себе этот посох 3 тира, он мне ничего не сделает. У меня шар бездны, у меня 4 морских уже активно. Там урона будут слезы. Кстати, надо расстановку сейчас поменять, чтобы вражеский антимаг не присосался к моему тайду. И не сделал атата. Блин, все равно как-то много урона, даже несмотря на то, что у меня есть шар бездны. Но зато я его снес. О, винстрик. Здорово. Спасибо. Чисто помощь нуждающимся подъехала. Нужно еще найти 2 волшебников. Интересно, почему он не ставит себе синергию фулл шаманов? Он же может спокойно поставить себе синергию фулл шаманов. Что он ждет? Чего он ждет? Вопрос. Без понятия. Я, кстати, ману плюс 50 закину все-таки в медузу. Пусть медуза быстрее лучше кастует свое обкаменение. А это, я думаю, успеет там раскочегариться. Хорошая там мартретка, кстати. Предметы очень хорошие в мартретке. И на нее контроль ни один не будет работать. Так, тут-то получается Тинкер. Но я Тинкера, по идее, должен взорвать легко. Да, Тинкер не проблема. Отлично. Отличненько.
Хоть кто-то для меня не проблема, несмотря на то, что у нее и посох есть, и синергия гоблинов, и щит 5-го тира. По кайфу. Чисто -1. Здорово. Свенчик, кстати. Здорово. Плюс 5 монет. Идем в уровень. Вот, кстати, хорошо, что я все-таки Кирасу не взял. Типа, Кираса на самом деле хороший предмет. Она будет давать броню. В области будет давать минус броню, плюс скорость атаки будет давать. Но! Напомню, то, что против гритеров минус броня не работает. Минус броня не стакается на гритеров. Ой-ой-ой. Бабка в 3 звезды. Предметы у этой бабки отменные. А что делать? Я, наверное, эту бабку не смогу забрать. Во-первых, он под гритерами, во-вторых, у него хорошие предметы. Скорее всего, он меня заберет в этой игре. Если его кто-то выкинет, то будет все хорошо. Но у меня, скорее всего, не хватит урона по нему. Там очень хорошие предметы у бабки. 2 предмета на минус броню, плюс свой ультимейт есть, которые сейчас апнуты. Сейчас апнутая бабка прям очень жесткая. Особенно, если тебе хорошо предметы приходят. А ей на самом деле много и не надо. И вот маска 5-го тира, минус броня, и все, и погнала всех разносить. Контроль на нее не работает. Ну, может быть, если я очищающую сферу найду. Хотя я думаю, что мне очищающая сфера тоже не поможет. Хотя, ну, может быть и поможет, кто знает. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Надо посмотреть сначала, сколько у меня будет урона против такого гритера. Может, я и смогу спокойно его забирать. Кто знает. Может, я сейчас, знаете, как-то прибедняюсь чуток. А, кстати, дебаф паучихи работает в гритеров. Точно. О. Я взял мастерскую бум, потому что мне нужно предметы понаходить. Я сейчас хочу найти себе предмет 5-го тира. Я хочу криты какие-то. Ну, маску надо брать. Надо брать. Отхил никогда лишним не будет. Так вот, паучиха, когда дает тычку, она накладывает в ту цель, которую атакует, паутинку. И вот эта вот паутинка, она работает, если что, сквозь гритеров. То есть миссы, которые накладываются с помощью этой паутинки, они работают. Прикол в том, что вот как работать против такого гритера? Против бабки. Если медуза у меня не будет много урона наносить, то это забей. У меня медуза ничего не сможет сделать. У меня у медузы тупо... Ну, короче, смотрите. Я не хочу загадывать наперед, но я более чем уверен, что мне сейчас у медузы не будет хватать урона, чтобы забирать эту бабку. И эта бабка просто спокойно возьмет и меня разнесет. Просто разорвет мне и болтов на 28 напихает полный рот. Проверяйте. Без смс и регистрации. Поехали. Так, ну и гиду я спокойно разорвал. Тут как бы вообще без шансов. Да, у Эгиды нет урона, у меня шарбез. Короче, Эгиду я законтрил, окей. 1 плюс точно есть. Там чел на Гритера, кстати, контрит шамана. Но шаман там какой-то очень странный. Он просто не ставит себе полностью всех шаманов и все. Кстати, Омник. Вот, кстати, Омник может и помочь. А чел не может себе поставить Омника, потому что у него бабка. Кстати, Омник мне в действительности может помочь против такого Гритера. Но только его надо хотя бы в 2 звезды собрать и Аганим ему найти в идеале. Это в идеале. Не знаю, посмотрим. Хотя Омник... Ну, блин, не знаю. Омник вообще, ну, вот, в 2 звезды с Аганимом мне 100% поможет. 70% поглощения физического и магического урона, это прям топ. Ну, я, в принципе, такого ожидал, если честно.
Бабка сейчас очень сильная. Типа, столько минус брони сейчас не накидал. И вы видели, какой кусок отрывала эта бабка? Я к этому был готов. Вот, объективно, честно, я к этому был готов, поэтому я не удивлен. Сейчас, кстати, поставил себе 6 морских, 6 охотников, чисто по приколу. Все-таки челлендж есть челлендж. Вот даже если поставить синергию Горна, то на гритеров Горн-то не работает. Даже Горна Агро не работает на бабку, потому что это синергия гритеров. Шаман, почему ты не ставишь себе просто фуловый шамана? В чем его проблема? Ему так хорошо пошли шаманы, по итогу он такую дичь творит. Кстати, я поставлю сейчас паучиху в эту сторону, потому что в эту сторону бабку прыгала. Чтобы паучиха сразу накладывала свою паутинку. И я буду паучиху стараться собрать 3 звезды. Оп, окаменение. Здорово. А урона нет. Ай-яй-яй. Не, ну и гиду, и шаманов я, по сути, спокойно разорвал. Ну все, мы 1 на 1 остались сейчас с этой бабкой. Сейчас она мне расскажет, почему у нее там пенсия. Сколько она ее получает. Не знаю, даже если я гритеров поставлю, то толку 0 будет. У меня у медузы тупо не хватит урона. Ну да, это топ-2. Не знаю, что должно произойти, чтобы у меня было не топ-2. Но будем верить, ребят. Держим кулачки за меня сейчас. Верьте в меня. Я бы взял перчатку 5-го тира, но... Я тоже думаю, что это полнейшая хрень. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Но у меня только не будет отхила, и что мне делать? У меня маска, получается, будет просто простая. Плюс 600 кп давать. Кирасу я сейчас-то получил с рандомного сундука. В принципе, окей, но мне надо было какие-то криты. У него еще и хек, кстати. Я надеюсь, что мне сейчас БКБ упадет. Да, Кираса, видите, она немного помогает, но не так сильно, как хотелось бы. Боже, как же нам лицо отрывает. Ладно, живем. Кстати, МПС-ка пришла. Там чел на пандах что-то знал, по-любому. Чел на пандах по-любому что-то знал. Он ждал импресску. 100%. Да, гор на агро вообще бессмысленен будет. Ну и сейчас надеемся, что мне упадет с этого дракона очищающая сфера. Может, она мне поможет. И мне надо БКБ. Короче, мне либо сейчас мифриловый доспех, либо очищающая сфера. Очищающая сфера как-то намного больше мне нужна. Ну и, соответственно, БКБ. Что-то из этого придет, будет хорошо. Мне, кстати, шар бездны не нужен. Надо будет его переработать. Блин, но все равно медуза, она слабоватая такая. Взгляд Азеса, который не работает. И БКБшку берем. МКБ можно было бы взять, но в этом нет смысла. Там нету такого огромного уклонения. Сейчас попробуем так сыграть и посмотрим, как оно дальше будет. Кстати, аппарат. Вместо аппарата я, конечно, хочу себе омника. Раз он идет, пока что пусть будет. Не знаю, может омник реально мне поможет. Не, ну омник, по сути, даст пожить. А как оно будет дальше? Арчит, кстати, можно выкинуть, он мне не нужен. Я, кстати, сейчас рольну, потому что урона мне не хватает. Рапира. Поехали. Ну тут либо пан, либо пропал. У меня такая логика. Либо пан, либо пропал. Если мне сейчас из рапира не будет хватать урона по этой бабке, то забейте. Мне бы здесь ничего не помогло. Ну, возможно, криты бы еще помогли. Возможно. Не, мне не хватает урона. Ты просто приколись, мне не хватает урона, чтобы ее забрать. А она меня сейчас за контроль заберет. Ну, рапира осталась у меня, окей. Дубль номер 2, поехали. Так, омник есть, хорошо. Место аппарата, отлично, ставим.
Посмотрим, как с Омником будет. Омник хоть и в одну звезду, но... Ну что ж. Лучше не будет. Наверное. Сейчас прикинь, за несколько роллов мне такой Омник. Бэмс! В 2 звезды. Так, еще один Омник, хорошо. Дай, пожалуйста, мне еще одного Омника. Не жлобись. Не знаю, как-то так сейчас сделаю расстановку. Мне надо было в середине оставлять все-таки. Но все равно урона не хватает. Я уже заранее подготовил. В инвентарь выкинул себе рапиру. Так сказать, попрощался. Ну, обидно. И до 40-го раунда не доживу. Ну, была красивая игра. Ну, что поделать. Переигран и уничтожен я, получается. Ну, как-то так. Челлендж, я считаю, выполнен. Поэтому тот, кто заказал челлендж, ты напишешь в комментариях, как тебе-то по итогу каточка. Я считаю, каточка обалденная, но, как говорится, какой бы я скилловый не был, всегда найдется тот, кто будет на меня намного фартовее. Не, ну чел хорош, хорош. Бабка под гритерами, мои морские, по сути, бесполезные против этой бабки. И что еще? Я не знаю, даже если бы я Горн поставил, тоже толку не было бы. Мне не хватает урона. У Медузы мало урона. Она не может так много забирать. У меня даже предметы были неплохие. Но деремся до конца. Омник 2 звезды. Как же ты вовремя пришел, когда я рапиру потерял, дорогой мой. Я уверен, что даже если бы мне тогда Омник 2 звезды пришел, то вряд ли бы что-то изменилось. У бабки реально очень много урона. Хотя, может быть, что-то и поменялось. Возможно, бы я подставил бы себе немножко богов. Но просто суть челленджа в том, чтобы я играл через морских обязательно. То есть, чтобы минимум было 4 морских. И обязательно через керри морского. Вот вся суть челленджа. Но 2 богов, я думаю, я смог бы сюда воткнуть. Даже... А даже и 4... Раз... 2, 3. 3 фигуры, получается, 4. Да, я мог бы даже 4 сюда бога воткнуть. Может быть бы Омник под Аганимом бы меня спас. Да, возможно, в действительности бы меня Омник под Аганимом бы спас. Под 4 богами. Тут еще и мартретка в 3 звезды. Ай, красиво. Не, ну, честно, вот такую катку вообще даже не обидно проигрывать. Причем я играл на охотниках. На том, что вообще не метово. Я считаю, игра очень достойная получилась. Красивая игра. Возможно, я поспешил то, что взял все-таки рапиру. Надо было, скорее всего, не пытаться брать рапиру, а подождать 40-го раунда. После 40-го раунда уже как бы решить, что делать дальше. Возможно, стоило поступить именно так. Но я сделал так. Я уже немножко, если честно, там отчаялся. Я просто разочарован в Медузе. Слишком мало урона у этой Медузы, слишком легко ее выносить. Ну, возможно, это в действительности была ошибка, то, что я взял рапиру. Рапиру надо было не брать. Не знаю, может быть все-таки ошибка взять рапиру была. Но в любом случае, каточка обалденная. Челлендж максимально сумасшедший, если честно. Мне все, в принципе, понравилось. Что думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор на меня не подписан. Также подписываемся на мой телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране остается QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.